Всем доброго времени суток! Сегодня будем вязать очень красивую и необычную резинку спицами. Она вяжется на базе резинки 1 на 1. Она также эластична, только меньше подвержена деформации, более упругая и объемная. Такая резинка в вязаных изделиях смотрится очень богато. Будут красиво ей смотреться манжеты или планка на вязаном кардигане. Изнаночная сторона узора выглядит тоже очень интересно. Сегодня я покажу, как вязать такую резинку и поворотными рядами, и по кругу. То есть, если вы выполните такую резиночку, например, отворот на шапочке, то шапочка вот в этом месте, где ушки, как раз будет более теплая, будет более комфортная в носке. Для вязания поворотными рядами набираем нечетное количество петель плюс 2 кромочные. Первый ряд будет изнаночным. Кромочную снимаем, выполняем 1 изнаночную, 1 лицевую, 1 изнаночную, 1 лицевую. И так до конца ряда вяжем резинкой 1 на 1. Заканчиваю я изнаночной петлей и кромочную. Разворачиваем вязание. Кромочную я снимаю. Посмотрите, вот у меня лицевая петля, я ее пропускаю. Вот изнаночная петля. Я ввожу спицу в изнаночную петлю, опустившись на ряд ниже. Захватываю рабочую нить и вытягиваю такую вот петлю. Выполняю накид. И затем 2 следующие петли вяжу 2 вместе за задние стенки. И дальше начинаю повторять раппорт. Опять же лицевую петлю пропускаю. Вот у меня изнаночная петля. Ввожу спицу в изнаночную на ряд ниже. Вытягиваю рабочую нить, выполняю накид. Следующие 2 петли провязываем 2 вместе за задние стенки. И заканчиваем ряд лицевой петлей и кромочную. Разворачиваем вязание, выполняем 3-й ряд, кромочную я снимаю, вяжу 2 вместе изнаночной, 1 лицевая, и так до конца ряда. 2 вместе изнаночной, 1 лицевая, и заканчиваю ряд изнаночной петлей. И остается кромочная. Разворачиваем вязание и дальше начинаем повторять наш узор, постоянно чередуя 2 и 3 ряды. То есть мы снова кромочную снимаем и опять же 2 ряд повторяем. То есть лицевую мы пропустили, вводим спицу в изнаночную петлю, спустившись на ряд ниже. Вытянули рабочую нить, накид. Следующие 2 петли вяжем 2 вместе за заднюю стенку. И таким образом выполняем узор. Для вязания по кругу набираем четное количество петель. Я буду вязать методом Magic Loop на спицах, которые на леске. Посмотрите, я сейчас беру первую петельку, которую мы набрали, и накидываю на 2 спицу. А петельку, самую последнюю, вот так вот набрасываю сверху и затягиваю рабочую нить. Эта петелька затянулась. Дальше, смотрите, разворачиваем наборный ряд лицевой стороной к себе. И приступаем к вязанию первого ряда.
Вяжем 2 лицевые. А дальше переходим к резинке 1 на 1. 1 изнаночная, 1 лицевая. И до конца ряда вяжем резинкой 1 на 1. Заканчиваем ряд изнаночной петлей. Приступаем к вязанию второго ряда. Вяжем 1 лицевую. И теперь приступаем к вязанию раппорта узора. Точно так же, как при поворотных рядах. Лицевую пропускаю, вот изнаночная петля, и подхватываю изнаночную петлю на ряд ниже. Вытаскиваю рабочую нить, накид и 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И так до конца ряда. И заканчиваю я ряд, ввожу спицу в изнаночную петлю рядом ниже, вытянула рабочую нить, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки. Приступаем к вязанию следующего ряда. Вяжем 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная. И повторяем 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная. И так до конца ряда. И заканчиваем ряд. 2 вместе лицевой за передние стенки, 1 изнаночная, 1 лицевая. И посмотрите, эту лицевую петлю, которую мы провязали последнюю, возвращаем в начало ряда. И дальше начинаем повторять вновь второй ряд. Вот эту петлю переснятую я просто надеваю на правую спицу, как бы провязала 1 лицевую, и дальше приступаю к раппорту узора. Опять ввожу спицу в изнаночную рядом ниже, вытянула рабочую нить, накид, 2 вместе за задние стенки. То есть таким образом мы вяжем, также чередуя второй и третий ряд. Если вам такая резинка показалась интересной, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео мастер-классы. До скорых встреч! Всем пока-пока!